Здравствуйте. Та ситуация, о которой сегодня хочу с вами поговорить, далеко не нова, к сожалению. Супруги разошлись, развелись, стали жить по разным адресам. У них есть ребенок, а может и не один. И встает вопрос, а с кем же останется жить ребенок? Еще лет 10-15 назад такого вопроса обычно не вставало. Однозначно ребенок оставался жить с матерью. И судебная практика этому способствовала. Но сейчас, последние годы, все чаще и отцы заявляют о своих правах на как воспитание, так и проживание ребенка с ними. Ну да и судебная практика немножко стала меняться. И в некоторых ситуациях все-таки местом жительства ребенка определяют место жительства отца. Так вот, давайте разберемся, каким образом определяется место жительства ребенка. Закон по этому поводу говорит следующее. Место жительства ребенка определяется по взаимному согласию обоих родителей. Поэтому, если у нас идет расторжение брака, и суд видит, что согласие имеется о том, с кем будет проживать ребенок, об этом даже не указывается в судебном решении. Но если возникает спор, и супруги не могут договориться, бывшие супруги, о том, с кем остается проживать ребенок, эту ситуацию разрешает суд. Тот родитель, который считает, что ребенок должен проживать с ним, вправе обратиться в суд при наличии спора об этом и определить в судебном порядке место жительства ребенка. Здесь необходимо отметить, что право детей на заботу и внимание как со стороны матери, так и со стороны отца является, в общем-то, равным. И мать, и отец имеют равные права на воспитание ребенка, на проявление заботы к ним. Но при раздельном проживании родителей на что стоит обратить внимание? Если ребенок уже достиг 10-летнего возраста, то он вправе сам выбирать и сам высказывать свое мнение, с кем из родителей он будет проживать. И учет мнения такого ребенка, уже достигшего 10-летнего возраста, для суда является обязательным, кроме случаев, если это не противоречит его интересам. Например, мать абсолютно положительная, имеет хорошую работу, живет в хорошей квартире, а отец, такой полуасоциальный элемент скитается по разным, скажем так, городам и весям, а сын говорит, я романтик, я хочу жить с отцом, потому что мне нравится такая жизнь. Понятно, что это будет не в интересах ребенка. Конечно же, суд будет выяснять, кто из родителей проявляет большую заботу и внимание к ребенку, будет учитывать возраст ребенка, привязанность к каждому из родителей и другим членам семьи, проживающим, соответственно, с мамой или папой, будет учитывать личные качества родителей, будет учитывать возможность создания надлежащих материально-бытовых условий и нравственно-психологической атмосферы, возможность обеспечения надлежащего уровня воспитания. Но здесь стоит сказать, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении не будет однозначным основанием к тому, чтобы определить местом жительства ребенка, это место жительства отца или место жительства матери. Все иные моменты, о которых я сказал выше в том числе, они тоже обязательно судом будут учитываться. Также в обязательном порядке суд учтет, как родители, каждый из них, характеризуется по месту жительства, по месту работы, будет учитывать возраст родителей и состояние их здоровья, будет учитывать участие каждого из них в воспитании ребенка как до, так и после распада семьи. Будет учитывать и то, с кем фактически проживает ребенок после расторжения брака, после того, как родители стали проживать раздельно. Ну и немаловажный момент, что к таким делам
к делам о определении места жительства ребенка в обязательном порядке привлекается орган опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства проводит обследование жизненных условий ребенка как по месту жительства отца, так и по месту жительства матери, дает свое заключение, в том числе высказывает свое мнение по существу спора. То есть с кем же все-таки надлежит оставить ребенка. И суд, конечно, может и не учесть мнение опеки и попечительства и поступить по-иному, не так, как считает данный орган. Но тогда в судебном решении суд обязательно должен пояснить, почему он принял такое решение. Иногда родители просят, как некий компромисс, определить суд попеременное проживание ребенка у каждого из родителей. То есть, к примеру, месяц живет у отца, месяц у матери. Скажу так, зарубежная практика часто удовлетворяет такие моменты, такие иски. Наши суды на это идут крайне неохотно и практически, наверное, никогда. Может быть, это и правильно, потому что ребенок ведь не вещь, и возить его как чемодан с одной квартиры на другую не будешь. Здесь нужно определяться конкретно. И если, скажем, оба родителя могут обеспечить в одинаковой мере одинаковые условия, соответственно, наверное, решающим фактором будет все-таки привязанность ребенка и его мнение. Суд может учесть мнение и ребенка, которому нет 10 лет. Все весьма индивидуально. И еще, что хотелось бы сказать, если даже суд принял решение о месте жительства ребенка, это не навсегда и не до достижения совершеннолетия ребенка. Если изменились какие-то условия, например, ребенок остался с матерью, а мать через полгода заболела алкоголизмом, скажем так, это будет основанием для пересмотра судебного решения и изменения места жительства ребенка. Собственно, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Всего вам доброго.